Салют, на канале Майк Плей Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем сюжет, игровые механики такой игры, как Fort Solis. Приятного просмотра! Действие игры происходит на Марсе. Вначале Джейк, главный герой, отправляется вместе со своей напарницей Джессикой чинить объект. Джеку приходит сообщение, что в форте Солис произошла чрезвычайная ситуация. Джек отправляется на помощь, а Джессика остается, чтобы закончить починку генератора. Подъехав к форту, Джек обнаруживает, что вход в помещение закрыт, и он находит трос, по которому можно подняться наверх форта. Там он открывает дверь, через которую можно проникнуть в форт. По ходу продвижения Джек решает множество задач, играет в кубик Рубика, пьет пиво, разглядывает фото, видео и неспешно идет. Хотя к чему ж спешить, если всего-то в форте ЧП и никого нет. Джек отправляется в кладовую с намерением выключить автоматическую блокировку дверей, которая вызвана ЧП. Из записей и видео мы понимаем, что в форте наши коллеги занимаются выращиванием растений для того, чтобы спасти жителей Земли от голода. Также Джек узнает, что жители форта начинают заболевать неизвестной болезнью. По ходу продвижения Джек замечает пятна крови. По записям мы понимаем, что один из коллег по имени Уайт, который является медработником, начинает подозревать что-то неладное. У пациентов возникает обезвоживание и кровавая пена изо рта, что очень похоже на лучевую болезнь, но также проявляются симптомы дрожи в руках, что не характерно для лучевой болезни. Попадая в одно из помещений, Джек обнаруживает труп охранника, и видно, что он умер не своей смертью. Джек выходит из помещения, замечая неизвестного человека, за которым закрывается дверь. Происходит разгерметизация помещения. Джек начинает бежать за своим шлемом, чтобы не погибнуть от удушья. Он возвращается в помещение, находит и надевает свой шлем. В дверь кто-то стучится. Джек открывает эту дверь и находит там труп Хелен, человека, который работал с растениями в этом форте. Она также погибает не естественной смертью, а от колотых ран. Джек отправляется к генератору возле базы, чтобы восстановить энергию. Там его настигает Уайт, который вырубает Джека. Теперь геймплей начинается за Джессику. Она понимает, что нет смысла ждать помощь, так как отряд придет только к утру. Мы отправляемся на помощь. Выйдя на станцию, мы пытаемся открыть дверь, но она заперта. Затем в окне появляется убийца Уайт, кричащий, чтобы она открыла дверь. Джессика не глупая и не открывает двери незнакомым мужчинам, особенно когда они орут как сумасшедшие. Правильно, Джесси. По записям и видео Джессика понимает, что на Марсе есть вирус, который очень опасен для людей. Этот вирус содержится в почве и растениях, которые выращивались на Марсе, и вся команда заразилась им. Один из таких зараженных убивает остальных, чтобы вирус не распространился на Землю. Этим маньяком становится Уайт. Он стоит за убийством почти всех членов команды форта. Джессика проходит несколько коридоров и находит своего напарника живым, но связанным. Тут же из-за спины, как крыса, появляется маньяк с топором. Мы уворачиваемся от его ударов, Джек помогает Джессике с оглушением Уайта, и мы вместе направляемся к выходу. Но Уайт не погиб, дилетанты, надо было его добить. Уайт нападает на нас из-за спины, Джессика жертвует собой, закрывая за собой дверь, чтобы задержать Уайт. Джек бежит через бурю в ангар, где находятся машины, на которых можно уехать, но Уайт уже ожидает его. Джек использует тактику гачи-мучи, нападая из-за спины, крича, чтобы все было честно. В ходе драки Джек ломает руку Уайту, а убийца ранит топором ногу главного героя. Но Уайт ослаблен, а топор у Джека. Он замахивается, чтобы наконец отомстить за свою подругу и членов экипажа. Вдруг неожиданно в Джека стреляют, и он падает замертво, а Уайт остается жив. Конечно, на время, ведь он заражен. Оказывается, стрелял Командес, который вызвала Джесси. Концовка туманна, возможно, Уайта как зараженного тоже убьют, хотя по видеокамерам они могли легко понять, кто настоящий маньяк, и вряд ли он долго протянет. Если говорить о геймплее, то он хороший, так как багов, которые встречаются в современных играх, здесь их мало. Красивая графика, интересный сюжет. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем успехов и пока.